Привет! Это дополнение к видео про String Art. Тут я расскажу, как сделать 3D-версию картины, используя схему с сайта Diego Maystars. Переходим на сайт. Здесь нам нужно скачать схему. Я воспользуюсь вот такой картиночкой. И мы нажимаем Create. Здесь мы жмем Print, Include Step Chart и опять Print. Здесь главное не сильно спешить. Вот сейчас мы посмотрим. Сейчас все выглядит хорошо, но если мы поспешим, что произойдет? Если мы нажмем Generate и тут же нажимаем Create, Print, Print, и у нас не успевает пропасть вот эта табличка Pattern Generated, то он окажется и в нашей PDF-ке, что нам вообще не на руку. Поэтому нужно дождаться, когда она исчезнет, и только после этого нажимать Print. Сохраняем отсюда PDF-ку в нужное вам место с нужным вам названием. Я уже ее сохранил, поэтому мы двигаемся дальше. Далее мы будем запускать скрипты, написанные на языке Python, который, соответственно, нужно установить на компьютер. И также вам понадобится среда разработки. Я использую PyCharm Community Edition, это бесплатная версия. Ее более чем достаточно для наших задач. Первый скрипт PDF2.txt, он использует библиотеку PDF-пломбир, которую также нужно установить, без нее ничего работать не будет. В этом скрипте нужно внести небольшие изменения, нужно выставить путь к нашему PDF-файлу. Здесь я меняю на instruction/libs.pdf. И также нужно задать название будущего TXT файла, куда будет вынесена вся информация, необходимая нам для дальнейшей работы. Собственно, это все. Мы запускаем скрипт. Он завершил свою работу буквально секунд за 10, и у нас получилась вот такая TXT-шка. Следующий скрипт Intermediate to Result. В нем также нужно задать путь к TXT-шке. Пишем instruction libs.txt. И можно задать название папки. По умолчанию здесь написано имя папки схема, и она будет создана в той же папке, где находится скрипт. Все остальное оставляем так, как есть, и запускаем этот скрипт. Он справляется намного быстрее, даже не пришлось перематывать, и можем посмотреть, как это выглядит. Получились вот такие 62 TXT-шки, в каждой из которых написаны гвоздики, номера гвоздей для каждого цветового блока. И вся основная магия будет происходить здесь, Cinema 4D. Давайте я сначала покажу, как это делается для круглых картин. Мы создаем куб, создаем нуль объект с зажатым альтом и также с зажатым альтом создаем клонер, чтобы получилась такая структура. В настройках клонера ставим радиал, количество гвоздей выставляем, которое было у нас в схеме, например, 350. Ставим радиус 40 условные. Plane ставим на ZY обязательно. И offset ставим на 180 градусов. Куб, видимость куба мы можем отключить. И теперь нам нужно на клонере нажать Make Editable или просто C на клавиатуре и разгруппировать эту папку, нажав Shift-G. Клонер null клонер нам больше не нужен, и кубы мы также можем удалить. Для чего вообще были нужны эти кубы? Сейчас я вам покажу. Сейчас я их уберу. У нас получается вот такой круг чисто из нулей. Что будет, если не создавать эти кубы, а просто взять null объект, положить его в клонер, поставить здесь радиал, какое-то количество копий, и опять нажимаем C, и все пропадает. Остается только null клонер, который нам вообще-то и не нужен. Поэтому нужно в клонер что-то вкладывать, чтобы они не исчезали. Для картин в форме сердца процесс немного сложнее. Нам понадобится сплайн специальный, который повторяет форму картины с довольно высокой точностью. Он сделан у меня в масштабе 1 к 1 метру. То есть, если вам нужна картина, например, 35-сантиметровая, то вы здесь пишете 0,35 и по оси Z также 0,35. И вот у нас теперь сердце имеет ширину ровно 35 сантиметров.
А дальше процесс похож с кругами. Создаем куб, 0 объект с зажатым альтом, клонер также. Только здесь теперь мод выбираем Object. И в Object ставим наш сплайн в виде сердца. Видимость куба можно отключить. И здесь Distribution ставим на Even. Количество гвоздей выставляем на то, которое было на сайте, например, 400 гвоздей. Также нажимаем C, Shift-G, удаляем null клонер, удаляем кубы. И можно сейчас будет убедиться, что все сделано правильно. Наши нули должны начинаться снизу. Располагаем так, чтобы ось X в проекте смотрела от нас. И нули должны идти против часовой стрелки. Все сделано правильно. И давайте теперь сделаем картину в форме прямоугольника. Создаем Rectangle, задаем размеры. Например, я задам 60 на 40, потому что у меня соотношение картины 3 к 2. Plane также ZY. И здесь нам нужно этот Rectangle развернуть на 180 градусов, чтобы картина у нас не отзеркалилась. А далее все то же самое. Куб, 0 объект, клонер, мод клонера Object, кладем сюда Rectangle, видимость куба отключаем, Distribution Even, и количество гвоздей у меня для этой картины 300, потому что 91 на 61, и единица у нас съедается из-за пересечения ширины и высоты. Далее C, Shift-G, клонер удаляем, кубы удаляем, и Rectangle также удаляем. Все, у нас есть 300 клонеров, расположенных по прямоугольнику по форме картины. И теперь, перед тем, как перейти к скрипту, нам осталось создать материалы и назвать их ровно так же, как они называются на сайте, но без учета регистра. White и Red. Можно сразу задать им цвет, хотя все эти настройки можно изменять и позже, когда картина уже будет создана, но я сейчас задам параметры и белый цвет. Все готово к скрипту. Идем в Extensions, Script Manager, и здесь мы открываем наш скрипт. Он называется String Art Color Script. Открыть. В нем нас интересует 3 строчки. Вот эта строчка. Здесь у нас стоит X-offset умноженный на 0,02. Это толщина нити. У меня толщина нити 0,28. Соответственно, здесь нужно поставить 8. Здесь у нас радиус circle, которым будут обведены все сплайны для создания толщины у наших 3D нитей. Если у меня толщина нитей 0,028, то здесь нужно выставить половину 0,014. И в этой строчке задан путь к схеме. У меня здесь путь сразу стоит как надо, вам здесь нужно будет поменять на путь к папке, где лежат все текстишки. Все остальное мы не меняем, нажимаем Execute и получаем картину. Здесь сразу есть небольшая проблема. Если посмотреть в режиме просмотра полигонов, то мы видим, что наши нити получились слишком высокополигональными. Чтобы это исправить, мы выделяем все circles, опять же, через поиск. И Intermediate Points выставляем на Adaptive, а угол на 60 градусов. Так стало намного лучше. И еще советую менять этот параметр у сплайнов, которые имитируют наши нитки. Только теперь ставим Subdivided, а угол на единицу. Выходим из такого режима просмотра, проверяем, все выглядит отлично. Соответственно, примерно так она будет выглядеть, если она будет сплетена в жизни. Такую модель можно использовать, например, в интерьерных рендерах, или можно просто проверять для себя, как будет выглядеть картина в будущее, чтобы быть уверенным, что она получится такой, как задумано. Думаю, на этом все. Все необходимые материалы будут у меня в телеграм-канале по тегу String Art. Спасибо за просмотр и пока!